Открой глаза. Явные сигналы голодной к интиму женщины, которые мужчины часто упускают. Вообще, это первоочередная задача – понять, является ли женщина голодной до мужчин и отношений. Или же она сыта, ведь в зависимости от степени ее голода будет меняться и само общение с ней. Здесь легко привести пример. Представьте, что вы сыты, вот прямо настолько, что в живот ничего не лезет, а вас все равно пытаются чем-то накормить, пусть даже очень вкусным. Согласитесь, что еда будет вызывать лишь раздражение и не более. И напротив, если вы голодны, то вы можете съесть любое блюдо, даже то, к которому в обычное время даже не притронулись. Этот пример легко привести к отношениям. Если вам попалась сытая мужчинами дамочка, то у вас может ничего не получиться с ней, будь она даже типичной серой мышкой, а вы харизматичным красавцем. И напротив, голодную женщину очень легко довести до близости, пусть даже она красотка с модельной внешностью, а вы вполне обычный мужчина. Хотя здесь постараться тоже придется, вопросов нет. Также голодная подружка будет делать то, чего не сделает сытая. Например, она легко напишет сама, предложит встретиться. В общем, она не постесняется проявить инициативу. В этом видео я предлагаю обсудить несколько ярких признаков того, по которому можно легко выявить голодную женщину. Если женщина активно следит за своей внешностью, ведь как поступает замужняя женщина, которая устала от мужа и хочет завести новые романы? Конечно, она делает себя красивее. Она надевает новые красивые платья и использует яркую косметику. И вот это изысканное кружево. И на ваш вопрос, когда вы спрашиваете, ты куда-то собралась, она отвечает, нет, дорогой, что ты, это все только для тебя и ни для кого больше. И дорогой верит ей на слово. Здесь логика та же. Поскольку женщина голодна, она хочет как можно скорее привлечь в свою жизнь как можно больше мужчин, из которых она сможет выбрать самого лучшего. Не соглашаться же ей на первого попавшегося. У меня был на предыдущей работе интересный пример. По внешности одной из моих коллег я мог легко судить о степени ее голода. Когда она приходила на работу, одетая на полную катушку, косметика, короткая юбка и все такое, то я понимал, что она находится в поиске. Но когда это все пропадало, то это означало, что коллега начала жить с очередным парнем. И вот таких вот смен голода было 4 или больше. Также женщина начинает проявлять активность и в других направлениях. Голодная женщина начинает не только активно следить за собой, но и в целом вести более активную жизнь, поскольку тот самый голод будет требовать, чтобы его утолили, что приведет к некоторому выбросу энергии, которую нужно куда-то деть. Голодные женщины очень любят ходить в сомнительные места, в которых они могут выполнить 2 цели одновременно. Например, это ночные клубы. Ведь там можно банально выплеснуть накопившуюся энергию. И второе, там можно привлечь к себе мужское внимание, особенно если прийти в клуб в достаточно откровенном виде. Если же у женщины нет голода, то и в клуб она, скорее всего, не пойдет. Зачем? У нее ведь есть мужчина, которым она довольна, и той самой активностью у нее также нет, поскольку эти силы она отдает на отношения со своим кавалером, на ту же самую близость. Также голодные женщины начинают вести активно социальные сети. Ведь голод женщины легко отследить по тому, насколько активно она ведет свои социальные сети. Если ее интернет-деятельность не связана с доходом, то есть она не блогер, не психологиня, не коуч и так далее, то увеличение активности говорит только об одном – она хочет привлечь к себе больше мужского внимания. В особенности это верно для тех женщин, социальные сети которых пестрят открытыми фотографиями, на которых минимум одежды, а иногда и вовсе нет. Неужели кто-то продолжает наивно верить в то, что женщина делает это только для себя? Конечно же нет. Такие фото – это ее реклама, ее визитка, которой женщина не только рекламирует свои достоинства, но и дает знак другим мужчинам. Смотрите, я свободна, можете попробовать за мной приударить. К слову, этим очень любят баловаться женщины на сайтах знакомств.
Сытая женщина таким заниматься просто не станет. Ей незачем себя рекламировать, ведь у нее уже все в порядке. Либо есть любимый, либо просто мужчины, с которыми она приятно проводит время. Но если женщина голодна, она также делает первый шаг. Для женщины преодолеть социальные запреты и стереотипы по типу «девочки первыми не звонят и не пишут» – это целая проблема. Ей действительно надоело одиночество. Если она решилась на это, она сама попробует познакомиться с интересующим ее мужчиной и уж точно не будет уклоняться от флирта. Правда, многие мужчины считают, мол, если голодная, то съест все что угодно. Это, конечно же, не так. Возвращаемся к механизму женской любви. Это представитель сильного пола с голодухи готов будет предаться близости практически с кем угодно, дабы уменьшить свой пыл. У женщин планка так просто не понижается. Возможно, с точки зрения меркантильных запросов, сколько он зарабатывает, да. Но если мужчина ей физически и физиологически неприятен, то даже самый сильный недостаток вожделенного гормона не будет скомпенсирован. И, конечно же, голодной женщине легче понравиться. Да, это момент, связанный с голодной женщиной, а также лайфхак. Понравиться такой женщине легче. Она будет воспринимать более чутко любые знаки внимания, попытки флирта и общения с ней. Она наверняка ответит, сама продолжит общение, не станет ломаться и набивать себе цену. Хотя все равно не стоит пытаться знакомиться с перегаром и в грязных носках, и используя нецензурную лексику. Голодных женщин не так уж и много, ведь в крайнем случае она может удовлетворить свою потребность в физической разрядке, как и мужчина, самостоятельно, а недостаток окситоцина – общением без интимного подтекста. Но эти признаки подскажут, где мужчине будет легче получить близкий контакт. Поверьте мне, сытая женщина никогда не пойдет в ночное заведение, чтобы просто потанцевать. Ведь у нее для этого не будет ни сил и ни желания. Ну а когда женщину так и тянет на приключения, то это можно объяснить лишь тем, что она просто-напросто голодна. А значит, она не успокоится, пока не найдет приключения и не утаит свой голод. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также поделиться в комментариях, что вы думаете на эту тему. Всем этим вы помогаете развиваться моему каналу. Также вы можете поделиться этим видео с вашими друзьями. Я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр и до новых встреч, дорогие друзья. Пользуйтесь!